Прогноз, который мы делали, оправдывается полностью, что 4-я неделя будет достаточно резкая активизация, так оно и произошло. В 19 субъектах России мы отмечаем превышение эпидпорогов. Но превышение не катастрофическое, там в разы, а на проценты. Ну, например, что Кострома 14% превышения эпидпорога, Рязань 11%, Ярославль 26%, Вологда 13%, Самара 8%, Саратов 17%, Свердловская область 13,8%, Челябинская 9,4%, Новосибирск 38%, здесь уже достаточно значительно, Томск 19%, Москва 9,8% превышения. В прошлый раз я вам говорил, что там 3,4 не хватало процента до эпидпорога. Сейчас мы этот эпидпорог перескочили. Санкт-Петербург 9,6, Ненецкий 35%, Башкирия 61%. Вот это самый интенсивный процесс идет на территории Башкирии. Чувашия 12, Саха 23, Алтай 22, Красноярск 15, Еврейская автономная область 28,3. Вот, собственно, этот набор. Конечно же, нас что волнуют крупные регионы, и они достаточно, Свердловск, Москва, Санкт-Петербург идут с превышением. Это, конечно же, влияет на ситуацию в целом по заболеваемости в стране. Напомню, что на прошлой неделе у нас было 8. Сейчас 19, тогда было 8. Теперь столичные города. То есть в субъекте доэпидемический уровень, а в столице уже идет превышение. Это Липецк, Петрозаводск, Кемерово и Ижевск. По возрастным когортам. Собственно, все идет по классическому варианту. Болеют прежде всего детская когорта. И в когорте 0,2 года, то есть это ясельный возраст, у нас идет превышение в 24 субъектах Российской Федерации. В когорте 3,6 недельный эпидпорог превышен в 31 субъекте Российской Федерации. 3,6 это садовские дети, 31 субъект. И в 7,14 10 субъектов. Если вы помните, на прошлой неделе у нас было 5 субъектов, где было превышено в когорте 7,14 эпидемический порог. И 15 и старше 8 субъектов Российской Федерации. Ну, наверное, отдельно скажем о Москве, да. Москва, как я уже сказал, первой превысила эпидпорог, хотя превышение по совокупному идет 9,8%. Самый интенсивный процесс у нас идет в 0,2. – 13%, 3,6 – 1,3%, ниже расчетных пороговых величин 7,14, минус 10%, и по взрослому населению по Москве 26% ниже эпидпорога. То есть Москва концентрированно показывает, что весь рост произошел за счет детского населения. За прошлую неделю в Москве было зарегистрировано 80 618 случаев заболеваний ОРВИ и гриппа. В том числе 47 780 среди детей. И удельный вес детей составил 59,2%. По мониторингу. Это тоже очень важно для нас, для понимания процесса, который идет. Значит, что у нас в Москве? Парагриппы H1 первого и третьего типа, аденовирусы. Вот. И здесь у нас если говорить уже собственно в когорте гриппа, то у нас H1N1 является преобладающим, и
вторым идет H3N2, затем идет грипп Б. Санкт-Петербург. Ситуация выглядит следующим образом. Вы помните, Санкт-Петербург вторую неделю выше порога. Сейчас он выше на 9,5%. 15,4 превышение идет в когорте 0,2, 3,6 24%. То есть здесь примерно та же картина, что и в Москве. Ну и пейзаж примерно такой. В целом по стране пейзаж выглядит следующим образом. Доля вирусов парагриппа 19,7%, РС 15%, аденовирусы 13%, сезонный грипп H1N1 в целом по стране 0,3%. Вот. А H1N1 2009 года, вот тот пандемический, который в 2009 году появился, 7,2%. Против 2,6, который был на третьей неделе у нас. И H3N2, это у нас 4,9% занимает в этой когорте. Ну, наверное, будет интересно сказать мониторинг за закрытием школ. Это нас тоже с вами волнует с некоторой точки зрения, что мы говорим, что это превентивная, профилактическая мера, чтобы не разгореться. У нас было на 4-й неделе закрыто 28 школ, общей численностью 5403 ребенка, 18 субъектов Российской Федерации. Частично закрывались по классам 180 школ, в 41 субъекте, то есть 1-2 класса. Когда 30% превышает, мы говорим: дети, давайте по домам, учитесь дома на недельку, а мы будем вас дистанционно. К счастью, во многих регионах эта возможность уже является реальностью, а не прекраснодушными пожеланиями. По детским дошкольным учреждениям 25 детских дошкольных в 16 субъектах закрывались. И также по группам 233 группы в детских дошкольных учреждениях. Но вы помните, что дошколята у нас лидируют даже над школьниками. Вот такова ситуация по гриппу. Как мы ее оцениваем? Мы оцениваем, что она идет в пределах прогнозных величин. Говорить, что у нас идет по стране эпидемия, не можем, но вот 19 субъектов, которые я вам перечислил подробно, идут с превышением эпидпорога.